Линии одномерны. Но если правильно соединить несколько линий, то возникает второе измерение, нечто более сложное, чем любая из отдельных линий. Люди — сложные создания. Мы принимаем решения, основываясь на множестве факторов — генетике, воспитании, чувствах, убеждениях, желаниях и так далее. Многое из того, что мы делаем, нельзя объяснить с точки зрения одного конкретного фактора. Поэтому одномерные объяснения нашего поведения часто ошибочны. Возьмите джихад. Что вызывает джихад? Это бедность? Если так, то не должны ли мы видеть джихад среди всех бедных людей, независимо от того, мусульмане они или нет? Является ли ислам причиной? Если бы это было так, разве каждый, кто верит в ислам, не был бы джихадистом? Одномерные объяснения не помогут нам понять джихад, потому что он не является результатом действия одного фактора. Это результат действия трех. Если вы упускаете какой-либо из этих трех факторов, новое измерение не появится. Но когда все трое собираются вместе, они образуют то, что мы называем треугольником джихада. Первый фактор — вера в ислам. Чтобы стать джихадистом, вы должны верить, что нет Бога, кроме Аллаха, что Мухаммед его посланник и что у вас есть доступ к повелениям Аллаха и Мухаммеда. Ислам является основополагающим, потому что если вы не верите в Аллаха, вы не будете вести джихад за него. Вы можете сражаться за что-то другое, но это не будет джихадом. Второй фактор — знание того, что предписывает ислам. Вы можете верить в ислам, не зная, что Аллах повелевает мусульманам сражаться с теми, кто не верит в Аллаха, или что Мухаммед заявил: «Мне приказано сражаться с людьми, пока они не скажут, что нет Бога, кроме Аллаха». Когда я цитирую эти отрывки западным мусульманам, они, как правило, понятия не имеют, о чем я говорю. Хотя я цитирую Аллаха и Мухаммеда. Но джихадисты знакомы с такого рода отрывками. Таким образом, джихадисты — это не просто мусульмане. Они мусульмане, которые знают, что им приказано жестоко подавлять неверующих. Третий фактор — подчинение. Мир полон людей, которые выбирают путь наименьшего сопротивления. Людей, которые делают все, что позволяет им чувствовать себя наиболее комфортно. Но некоторые люди устроены по-другому. Они готовы делать все, что считают правильным, невзирая на последствия. Их можно убить, они не отступят. Эта черта характера в сочетании с определенными благородными ценностями рождает героев, мужчин и женщин, которые готовы отдать свою жизнь, чтобы помочь другим. Но когда это сочетается с верой в ислам и знанием повеления Аллаха, это приводит к подчинению и готовности бороться с неверующими и лицемерами и быть непреклонным по отношению к ним. Таким образом, вера в ислам сама по себе не ведет к джихаду. Знание того, чему учит ислам, само по себе не ведет к джихаду. Подчинение само по себе не ведет к джихаду. Любые два из этих факторов в сочетании без третьего не приведут к джихаду. Вы можете верить в ислам и быть полностью готовы подчиняться Аллаху, но вы можете не знать, что Он повелевает вам вести джихад. Вы можете верить в ислам и знать, что Аллах повелевает вам вести джихад, но подчинение Аллаху может не являться приоритетом. Вы можете знать, что повелевает Аллах, и быть человеком, готовым отдать свою жизнь за то, во что он верит. Но вы можете не верить в ислам. Как только мы поймем, что треугольник состоит из всех трех сторон, мы сможем начать отвечать на некоторые наиболее распространенные вопросы об исламе и насилии. Например, мы часто слышим вопрос: если ислам полон насилия, то почему среди мусульман так много мирных людей? Большинство мусульман на Западе придерживаются только одной из трех сторон. Они верят в ислам, но не знают, чему учит ислам. И даже если вы скажете им, чему учит ислам, они не станут подчиняться, если им это не нравится. Мои беседы с западными мусульманами обычно проходят примерно так. Мусульманин говорит: ислам — религия мира. Я отвечаю, цитируя несколько отрывков из Корана. Затем мусульманин говорит: ты игнорируешь контекст, и я объясняю ему контекст. В этот момент он называет меня исламофобом и говорит, что со мной нет смысла разговаривать. Заметьте, даже когда перед ними раскрываются приказы и контекст, многие мусульмане просто не будут подчиняться. Они всегда будут стесняться одной стороны треугольника. Еще одна распространенная путаница связана с проблемой радикализации. Сколько раз мы слышали, что в детстве он был таким вежливым мальчиком. Мы не понимаем, как он оказался в такой группе, как ИГИЛ. На самом деле все довольно просто. Видите ли, либо он был воспитан с одной из трех сторон веры в ислам, либо он приобрел эту сторону веры в результате обращения. В любом случае, наличие этой стороны веры открывает перед вербовщиком возможность начать работу с двумя другими сторонами. Ты думаешь, что Аллах хочет, чтобы ты жил в мире с неверующими? Ты получил эту идею от неверующих, а не от Аллаха. Я покажу тебе, чему на самом деле учит ислам. Когда вторая сторона твердо установлена, вербовщик переключает свое внимание на подчинение. Ты думаешь, что можешь выбирать, каким заповедям Аллаха ты подчиняешься? Как будто наша религия — это что-то вроде шведского стола. Аллах требует полного подчинения, и если ты не подчиняешься, ты не настоящий мусульманин, ты попадешь в ад. Есть много молодых мусульман, которые будут сопротивляться вербовщику. Ничто не убедит их подчиниться, но некоторые соберут чемоданы и забронируют билет на ближайший рейс в Турцию.
в одну сторону. Итак, мне кажется, или все на самом деле очень-очень просто. А что, если бы мы обсудили то, что может понять даже 5-летний ребенок? Если 5-летний ребенок может это понять, почему политики и средства массовой информации так озадачены джихадом? Как оказалось, среди политиков и средств массовой информации существует другая тенденция. Я называю это восьмиугольником бесхребетности, но думаю, мы достаточно обсудили геометрию для одного дня.